Добро пожаловать на канал Skill, посвященный видеоподборке от гениальных заводчиков домашней птицы. Здесь вы сможете окунуться в захватывающий мир птицеводства и узнать самые удивительные факты, предлагающие уникальный взгляд на процесс разведения и выращивания птицы, а также показывать невероятные навыки и техники экспертов в этой области. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о многообразии домашней птицы и невероятному мастерству. Для выращивания бройлеров необходимо оборудовать специальное помещение или сарай. Помещение должно быть хорошо вентилируемым, освещенным и с сухим полом. В качестве подстилки можно использовать древесные опилки, резаную солому или другие отходы растительной переработки. Рекомендуемый слой подстилки должен составлять порядка 10 см, чтобы предотвратить развитие инфекций. Также надо установить систему поения водой бройлеров, ниппельной или открытой системой. В качестве кормления бройлеров устанавливаются кормушки – подвесные, чашечные или желобные. Когда уютное помещение готово к размещению бройлеров, можно приступать к идее реализации. Температура помещения должна поддерживаться на оптимальном уровне, в зависимости от возраста птицы. Бройлерных цыплят кормят специальными комбикормами, которые содержат все необходимые питательные вещества. Важно правильно сбалансировать рацион и обеспечить птице достаточное количество корма. Важно также следить за качеством корма, чтобы избежать заражений и отравлений. С рождения до 2 недель цыплята должны получать 38 граммов корма. С 14 до 28 дней объем нужно увеличить до 100 граммов в день. С 28 по 45 день расходуется 150 грамм на одну голову. Бройлеров кормят несколько раз в день в определенное время. Рекомендуется разделить дневную дозу пищи на 3-4 приема. Сбалансированное питание, корм для бройлеров должен содержать все необходимые питательные вещества в правильных пропорциях – белок, углеводы, жиры, витамины и минералы. Часто пользуются коммерческие кормовые смеси, которые содержат оптимальное сочетание ингредиентов для оптимального роста и развития бройлеров. Также можно использовать самостоятельно приготовленную кормовую смесь, состоящую из зерновых и бобовых культур, добавок и витаминов. Начиная с 40 дней, с этого периода бройлеры идут на пищевую промышленность. На 45-й день птица должна набрать 2,5 кг живого веса. Когда бройлеры достигают необходимого веса, их забивают для получения мясной продукции. Домой можно производить самостоятельно или с помощью специализированных предприятий. После выращивания каждой партии бройлеров в помещении убирают старую подстилку, пол и стены очищают от помета, моют и дезинфицируют 2-3% раствором формальдегида с помощью дезинфицирующих установок. Выращивание цыплят-несушек является одним из популярных видов птицеводства, основной целью которого является получение яиц от этих птиц. Для успешного выращивания цыплят-несушек рекомендуется следовать некоторым основным шагам. Обустроенное помещение должно быть хорошо вентилируемым, защищенным от холода, сквозняков и вредителей. Оснащая его сухой подстилкой в виде древесных опилок или резаной соломы. Предоставьте достаточно места для движения и спокойного размещения цыплят. В качестве кормления цыплят-несушек устанавливаются кормушки, подвесные, чашечные или желобные. Система поения водой оснащает ниппельной или же открытой. Обеспечьте оптимальную температуру для цыплят, используя тепловые лампы или подогревательные панели. На первой неделе жизни температура должна быть около 35 градусов и постепенно снижаться на 3-4 градуса каждую неделю. Приобретайте качественных и здоровых цыплят у проверенных поставщиков и убедитесь, что они получили все необходимые прививки. Обеспечьте цыплятам достаточное освещение. Дневной свет должен быть примерно 14-16 часов. Регулярно проверяйте цыплят на наличие заболеваний или паразитов. Выполняйте необходимые профилактические мероприятия, включая вакцинацию и обработку от паразитов. Поддерживайте чистоту в помещении и в воде.
Предоставьте цыплятам подходящий корм, содержащий все необходимые питательные вещества для нормального роста и развития. Следуйте рекомендациям производителя корма и поддерживайте чистоту и доступность воды. Продуктивный возраст молодок несушек начинается с 4-6 месяцев. Чаще всего это курицы яичного направления. Значение имеет также порода птицы, так как некоторые могут нестись раньше, а другие позже. Также важно знать, что птицы начинают нестись при условии, что они получают достаточно питательной пищи и имеют необходимые условия для здорового развития. Микроклимат влажности помещения должен составлять 60-65%. Когда куры-несушки достигают 3,5 месяца, их начинают реализовывать конечному покупателю собственными силами или при помощи специализированной компании. После выращивания каждой партии кур-несушек помещение убирают в старую подстилку. Пол и стены очищают от помета, моют и дезинфицируют 2-3% раствором формальдегида с помощью дезинфицирующих установок. При пастбищном содержании кур-несушек имеет ряд преимуществ. Куры получают возможность паститься на открытой земле, на специальных огороженных пастбищах с надежным электрическим ограждением. Как правило, это выступает электрический пастух. Он защищает их от хищников и убегания птиц. Необходимо учитывать микроклиматические особенности и доступность пастбищ в течение всего года. Также нужно предусмотреть укрытие от погоды для кур, чтобы они могли защититься от экстремальных температур, дождя и солнечных ожогов в виде навесов, вагончиков, модулей. Совмещая также в нем место для кладки яиц. Как только загороженный участок оскудил растительной пищей для кур, его можно с легкостью передвинуть на небольшое расстояние. Куры при таком пастбищном содержании могут питаться свежей травой, насекомыми, семенами и получают больше витаминов, минералов и антиоксидантов из натуральной пищи. Это в свою очередь может привести к получению яиц с более насыщенным ярким желтком и более богатым питательным составом, который очень дорого ценится и благополучному здоровью птицы. При таком содержании кур уходит меньше затрат на корм и энергоэффективному подходу к производству яиц. Спасибо, что посмотрели подборку до конца. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, а также поделиться роликом с друзьями. До новых встреч!